Совсем скоро мы с вами начнем наблюдать бюджетный процесс. Российский финансово-экономический блок будет верстать федеральный бюджет на 26 год, исходя при этом из того, что бюджет на 25 уже разъехался по всем статьям, превысив дефицит, заложенный на весь год в 4 раза за первые 7 месяцев. Очень важно понимать, что происходит с российским бюджетом. Война сейчас ведется в значительной степени с помощью заливания деньгами всего, что с ней связано. И возможность Владимира Путина продолжать этим заниматься определяет, насколько ему будет и дальше весело и комфортно вести войну. Нет, российская экономика не рухнет через 2-3 недели. Анализировать положение дел с бюджетом надо совсем не для того, чтобы сделать такой прогноз. Сегодня мы постараемся, как обычно объективно, разобраться в том, что происходит и чем нам это грозит. Очевидно, следует принять тот факт, что налоги в грядущем году будут повышать с очень высокой вероятностью. Это выглядит неизбежным, потому что бюджетной системе нужно как-то пытаться сводить концы с концами. Вопрос скорее не в том, будет ли сделано повышение налогов. Вопрос в том, какое и в каком масштабе. Самым вероятным представляется повышение НДС. НДС – главный бюджетообразующий налог. Его вклад в доходную часть федерального бюджета чуть меньше четверти. При этом собирать и администрировать НДС очень легко. От него не убежишь и не скроешься. Он покрывает все потребление в экономике. Вы можете жить полностью в черную. Условно, делать ремонты или заправлять кондиционеры в автомобилях за наличные. От никаких налогов других вообще не платить. Но от НДС все равно вы никуда не денетесь. Вы пойдете в магазин и за вашу плитку шоколада отдадите 20% чистого налога, который направится прямиком в федеральный бюджет. НДС очень комфортен политически. Просто он зашит в ценник. Никто не требует вынуть честно заработанные деньги из собственного кошелька и куда-то их отдать. Повышение НДС успешно мимикрирует под естественную инфляцию. Да, с его ростом цены вырастут на все. Но когда они падали-то, цены эти? Повышение НДС на 2 процентных пункта до 22% очень простой и безопасный способ получить дополнительный триллион рублей с граждан почти автоматически. Не существует, в общем-то, причин, почему именно так они и не сделают. Главное, что нам нужно знать про НДС, он, как и любой налог с потребления, это налог на бедность и на бедных. Чем большую долю своего дохода вы тратите непосредственно на потребление, чем меньше можете сберегать и инвестировать, тем выше будет эффективная ставка налога персонально для вас. Косвенные налоги, в отличие от прямых, парадоксальным образом способны покрывать не только доходы, но и даже долги. Зашитому в ценник на шоколадку НДС абсолютно без разницы, откуда у вас на нее деньги. Заработали вы их, или получили в наследство, или продали имущество, или взяли микрозайм. Вы все равно заплатите НДС, даже с тех денег, которых у вас вообще-то нет, которые вы одолжили и вам нужно вернуть. Работает это так. На примере посмотрим. Вот есть семья, зарабатывающая 50 тысяч рублей в месяц на двоих, которая залезает каждый месяц в кредит, потому что не может ни детей в школу нормально собрать, ни обеспечить себя как-то. Тратит она в месяц 60 тысяч, 50 зарабатывает, 10 в долг берет. В бюджет такая семья заплатит 12 тысяч рублей НДС, то есть 24% от своего дохода. Семья же богатая, которая зарабатывает в месяц 5 миллионов, тратит на жизнь 500 тысяч, а остальное инвестирует или сберегает, заплатит 100 тысяч рублей в виде налога НДС в бюджет, то есть всего 2% от своего дохода. НДС вгоняет бедных в беспросветную нищету и почти никак не влияет на обеспеченных и более богатых граждан. Повышение НДС на 10%, с 20 до 22%, это эффективный способ пополнить федеральный бюджет за счет самых бедных, переложить бюджетные проблемы на потребителей так, чтобы те, кто за бюджетные проблемы платит, не ощущали, что платят именно они. Решит ли такое повышение все проблемы? Нет. Триллион рублей дополнительных доходов – это дело, конечно, хорошее. Но при нынешних расходах на войну это точно не та мера, которая приведет хотя бы к сокращению бюджетного дефицита серьезному. Если смотреть на меры чисто фискальные, то альтернативы особо и не видно. Можно вновь поднять подоходный налог, налог на прибыль. Можно, и вот это мы с огромной вероятностью увидим, снова повысить штрафы, сборы, акцизы, пошлины, тарифы на все виды услуг. Без их повышения никакой Новый год в России не наступает.
Но все это в сумме даст в лучшем случае сотни миллиардов рублей, что проблемы Минфина никак не решит. Тут сейчас прервемся на небольшую рекламу. Прошел уже почти месяц с тех пор, как Роскомнадзор заблокировал звонки в Телеграме и WhatsApp. Тут же Google Meet поднялся до 5-й строчки в топе установок в российском App Store. До блокировки звонков в мессенджерах он, если что, даже в топ-50 не входил. Спикеры от Госдумы тут же сказали, что не переходите на Google Meet, иначе и его заблокируем. И теперь он работает в России с перебоями, у некоторых вообще только с VPN. Сейчас начали говорить, что и Zoom надо заблокировать. Поэтому вместо того, чтобы искать альтернативу привычным мессенджерам, лучше сразу установить себе хороший платный VPN. Лучше заплатить и поставить себе надежную защиту от блокировок, чем остаться в неподходящий момент не только без Ютуба, но и без связи с близкими и без звонков. Присмотритесь, например, к Durif VPN с новейшими протоколами, которые обходят даже самые жесткие блокировки. Durif VPN умеет маскировать трафик так, что провайдеры не заметят, что вы пользуетесь VPN. Благодаря этому соединение стабильно даже тогда, когда другие сервисы уже не работают. Установить Durif VPN можно буквально за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт. Как вам удобно. К одному аккаунту вы сможете подключить до 10 устройств. На всю семью хватит, еще и на телевизор останется. А если пригласите знакомых, то получите бонусные дни или деньги, что сами выберете. Так что подключайтесь к Durif VPN и друзей приводите. А промокод CATS даст вам скидку на 25% на любой тариф. Это, кстати, повышенная скидка специально для моих зрителей. Выгоднее обычного. Ссылка в описании под роликом. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Что отличает нынешнюю ситуацию от бюджетного планирования прошлого года? В прошлом году, особенно после 5 ноября, когда стало ясно, что 47-м президентом США станет Дональд Трамп, абсолютно вся система управления в России, кроме Владимира Путина, пребывала в уверенности, что верстает последний бюджет военного времени. Представлялось, что это финишная прямая, что зимой-осенью будет в том или ином виде замерение, а значит, высвободится огромная масса расходов, которые можно будет направить на затыкание дыр. Дыр, которые не будут расти, потому что следующий бюджет уж точно не будет бюджетом военного времени, будет бюджетом мирного времени. Собственно, бюджетный план предполагал резкое снижение военных расходов в 26-27 годах. Понятное дело, что осенью 25 года едва ли остались наивные люди, которые предполагают, будто военные расходы и кумулятивный экономический ущерб, связанный с войной, как-то исчерпают себя в ближайшие годы. Нынешнее бюджетное планирование заточено под бесконечную войну. Нужно думать не как ночь простоять и день продержаться, не как 26-й год пережить, а как воевать во всей представимой перспективе. В 26-м году придется потратить на войну больше, чем в 25-м, но надо еще иметь в виду, что наступит 27-й, когда придется потратить больше, чем в 26-м, а за ним 28-й, который обойдется дороже 27-го, и так далее до бесконечности. Повышение налогов и сборов закроет какую-то часть дефицита, причем закроет не на 1 год, это долгосрочное решение. Но проблема все равно никуда не денется и даже усугубится. Любое повышение налогов, особенно таких как НДС, которое покрывает всю экономику, всегда приводит к замедлению экономики. Эта мера делает людей беднее, снижает экономическую эффективность. Нынешнее повышение происходит на фоне того, что экономика уже де-факто не растет, а если вычесть из статистики военку, то и вовсе падает. Повышение налогов неизбежно приведет к тому, что в перспективе бюджетные доходы все равно пострадают из-за сокращения экономики. Говоря откровенно, у Минфина не очень широкий выбор инструментов для сведения бюджета. Из легитимных существует только один – продолжать наращивать государственный долг, продолжать выпуск облигаций и продажу их банкам, продолжать делать то, что делается сейчас, в надежде на исправление катастрофической ситуации. Долговая пирамида федерального бюджета, где сегодня нужно взять денег под 16%, чтобы выплатить проценты по тратам прошлого года, наращивание долгов на долги, процентов на проценты – вот это все должно не просто продолжаться, но на этом предполагается продержаться до момента, когда вдруг произойдет какое-то чудо. Нефть по 200, конец войны и снятие санкций, какое-то еще внешнее событие, которое волшебным образом решит все проблемы. Или все вместе одновременно, ведь по отдельности-то каждого события может и не хватить. Решить проблемы российского федерального бюджета вручную
не заткнуть дыры, а именно решить, невозможно по фундаментальной причине. Просто потому, что это бюджет войны. Ничего нельзя сделать с тем, что регионы залезают в бешеные долги через бюджетные кредиты. В бешеные долги-то они залезают не по своей прихоти, а потому что все время растущие единоразовые выплаты за подписание контрактов надо платить. Потому что долги для них не проблема, их просто спишут. А вот за новых контрактников с губернаторов обязательно спросят. При этом каждый работоспособный человек, которого регион отправил погибать на войне, это человек, который перестал не только своими подоходными налогами пополнять региональный бюджет, но и в принципе поддерживать в нем экономическую активность какой-то осмысленной деятельностью. Его больше нет. Регионы как сидят в долгах, так и будут сидеть, и долги эти придется компенсировать. Ничего тут не поделаешь. Потому что перед регионами стоит задача дорогостоящим образом наносить самим себе ущерб. Ничего нельзя сделать с тем, что год назад по Украине в худшем случае прилетало несколько десятков шахедов, а теперь может прилететь и 800. Производить их стали в десятки раз больше, а значит, придется платить в десятки раз больше денег всем, кто производством этим занят. Закончилась бы война, и весь ВПК, сидящий в огромных долгах, можно было бы просто пустить под откос, просто обанкротить лишнее. А сейчас и на долгие военные годы вперед не будет иметь никакого значения, в каких долгах сидит танковый завод. Их все равно придется покрывать. Нет никакой разницы, насколько военка неэффективна, сколько в ней воруют, сколько приходится переплачивать за все, от снаряда до бетонной пирамидки укреплений. Ведь без военки война рухнет, а значит платить придется. Главная проблема в том, что у правительства нет маневра по расходам. Расходы раскручивают сами себя. Каждый следующий метр украинской территории обходится дороже предыдущего. На него падает снаряд, сделанный рабочим с более высокой зарплатой. На нем погибает контрактник, которому заплатили больше денег. А метод этот по-прежнему ничего не приносит, кроме еще дополнительных обязательств и расходов. Да, можно, и это с огромной вероятностью будет сделано, еще сократить социальную часть бюджета. Не индексировать пенсии на реальную величину инфляции, урезать расходы на медицину и образование, вообще на все, что не относится к выполнению главной задачи и не является кормушкой для путинских друзей под дзюдо, как, например, инфраструктурный проект. Это, опять же, потенциальная экономия на сотни миллиардов, но никак не нужные бюджету триллионы. Можно снизить дотации регионам на все, что войны не касается. Но где не будет дотаций, там будут бюджетные кредиты, которые придется списывать. То есть сокращение дотаций сделает проект бюджета более гладким, а по исполнению то на то и выйдет. Правительство вынуждено решать задачу, у которой принципиально нет решения. Как тратить сильно больше в условиях, когда экономика в целом сокращается, но продолжает расти в тех частях, которые бюджет фарширует деньгами сам? Как тратить сильно больше в ситуации, когда ужимается ресурсная база, когда даже главный донор российского бюджета, нефтяной экспорт, приносит на 20% меньше, чем приносил еще год назад? У этой задачи нет фискального решения, которое могло бы принять правительство. Потому что наращивание долгов может привести только к дефолту в перспективе нескольких лет. К тому, что придется оставить банки без выплат по облигациям, а их клиентов без вкладов и по итогу получить 98-й год на максималках. Ситуацию, когда банковская система на какое-то время полностью прекратит свое существование. Есть одно решение, которое может частично проблему решить – девальвация рубля. Дешевый рубль – это подарок для российского правительства, ведь оно разом получит сильно больше налогов на сырьевой экспорт. Одно дело, когда бочка нефти при долларе по 80 стоит около 5000 рублей, и совсем другое, когда при долларе по 160 та же самая бочка будет стоить 10 тысяч рублей. И все это при прежней цене в долларах. Дешевый рубль позволит бюджету больше зарабатывать с одной стороны и сильно дисконтировать свои обязательства с другой. Потому что есть огромная разница платить контрактнику почти 40 тысяч долларов за подписание или 20 тысяч. 3 миллиона рублей как были, так и остаются, но разница в реальной их цене вдвое. Резкое ослабление рубля сделало бы правительство сильно богаче, а возможно и вовсе закрыло бы бюджетные дыры за счет резкого роста поступлений от нефти. Но политически это очень опасно. Именно валютный курс воспринимается нашими гражданами как маркер экономического состояния, больше, чем любой другой показатель. Если на такое пойдут, например, разом напечатают кучу бумажных рублей, как в 2014-м, то проблема будет на какое-то время решена. Правда, не без последствий. Последствия будут в форме резкого взлета инфляции.
в форме того, что ЦБ будет вынужден снова взвинтить ставку на недосягаемую величину. А это, в свою очередь, еще сильнее ударит по стагнирующей экономике, отправив ее уже в полноценную рецессию и спад, обеспечив настоящий дефицит ликвидности. Ровно поэтому девальвация вряд ли будет резкой. А вот постепенно ослаблять рубль, решать бюджетные проблемы не через физическое вытягивание денег из кошельков населения, а через снижение реальной стоимости этих денег, это звучит как идея, которую, видимо, реализуют в комплексе со всем остальным, о чем мы сегодня говорили. Находится ли российское государство на пути к банкротству и теряет ли на глазах способность вести войну по финансовым соображениям? Пока нет. Пока на год-два есть еще ассортимент уловок, более или менее легитимных, которые позволят сделать так, чтобы и снаряды летали, и солдаты шли воевать. Но нет способа сделать так, чтобы российское государство смогло реализовать то, чего Путин хочет на самом деле – воевать вечно. Война стала органической частью политической системы путинского государства, но не экономической. Она по-прежнему наносит слишком много вреда и стоит слишком дорого. В публичном поле долгое время была, да и есть, в общем-то, сейчас, идиотская по своей сугубо гипотетической природе тема. Нужно ли России платить репарации Украине после окончания войны? Причем обсуждают ее настолько горячо, будто окончание уже либо наступило, либо вот-вот наступит. Обсуждают в контексте, как же можно возложить на россиян такие огромные траты. Тем временем правда заключается в том, что наши граждане платят прямо сейчас за все происходящее. А дальше вынуждены будут платить за тот вред, который Путин нанес их деньгам. Те долги, в которые правительство влезает сегодня, придется погашать долгими годами, когда никакого Путина уже не будет. Правда в том, что не только война не бесплатная, но и все финты, которые вынуждены выкидывать российское правительство, не бесплатные сами по себе. Налогами, девальвацией, потерей вкладов. Так или иначе, но, к сожалению, за все придется платить россиянам. До завтра.